Привет, с вами Алена, а за работой у нас мастер Елена, и пришел вот такой вот необычный клиент, который говорит: не знаю, в чем дело, вот ношу разгрузку, и посмотрите, какая неправильная эта маленькая штучка, похожа на лизунчик. Ну, короче, вставляет она ее между пальцев, а пальчики продолжают целоваться. Это называется целующаяся мозоль, это когда пальчики соприкасаются, и это дело все очень сильно натирает, и в итоге болит. Эта женщина работает учительницей, ей где-то 60 лет, и записала ее вроде бы дочка к нам, потому что в какой-то момент боль от этих мозолей стала просто невыносимой. Конечно, у нее работа на ногах. Естественно, скорее всего, это туфли, а еще она очень любит носить капроновые колготки. И интересный момент, что такие мозоли у нее только на одной ноге, на второй такого нет. А это значит, что, скорее всего, эта ножка у нее опорная, то есть она, когда стоит, опирается именно на нее. Казалось бы, мозоль, во-первых, это дело болит так, что в какой-то момент уже просто становится невыносимо, а во-вторых, это ороговение, кожное вот это скопление, оно, как выяснилось, очень глубокое в процессе зачистки, то есть Лена счищала, срезала, выковыривала, и оно никак не заканчивалось. Вы только посмотрите, какая эта мозоль сухая и насколько она глубокая. Она ее продолжает вырезать, и она просто не заканчивается. И я могу себе представить, какие ощущения от этого у клиента, что просто как будто бы там какой-то камушек или горошек, который туда попал и постоянно давит. То есть вот такая вот у нее примерно твердость. Конечно, в конце мы ей поставим совсем другую разгрузку. Наша задача пальчики ее разъединить и так, чтобы вот эти части, которые соприкасались, больше друг от друга не терлись. И, кстати говоря, на втором пальце, который дотрагивался, тоже есть мозоль, но она не такая большая. То есть вся нагрузка пришлась именно на вот эту часть ногтя. Там просто нет конца и края. И как мне жаль, что она не попалась мне, потому что я бы с таким удовольствием там все это дело наковыряла бы и подоставала. Вот только посмотрите, какие там сокровища сейчас в работе. И пинцет, и кусачки кутикульные, и пряморежущие, и чего там только не было. И это просто какая-то кайфовая педикюрная безлимиточка. Но это нам так прикольно, а людям на самом деле не до смеха. Я понимаю, что мы любим на это смотреть, но я хочу сказать, что если у вас или у ваших близких есть вот какие-то подобные сложности, и вы испытываете болевые ощущения, не нужно дожидаться, когда пройдет само. Нужно все-таки обратиться к специалисту, ведь все достаточно просто. Здесь банальные причинно-следственные связи, то есть она носит неудобную обувь, у нее тяжелая стоячая работа и тугие капроновые колготки. Мы, кстати говоря, все носим эти самые колготки совсем неправильно. Они у нас сжимают и стискивают наши пальчики, и потом бывают вот такие вот неприятности. Конечно, не у всех и не всегда, но в какой-то момент, вот допустим, лет 60, может вот так вот все обернуться. Тут еще, кстати, интересный момент. Обратите внимание на мизинчик. Он устал и лег отдыхать. Это тоже один из вариантов деформации стопы. И в большинстве случаев все ноги, с которыми мы работаем, просто нуждаются в визите к ортопеду. То есть, что-то я не по-русски, сказала. Ну, в общем, нужно ходить к ортопеду, потому что этот чудесный доктор поможет вам подобрать стельки, изготовить разгрузку, а может быть даже и обувь. К сожалению, так сложилось, что в нашем современном мире совершенно нет нормальной обуви, то есть вся обувь очень-очень красивая, часто дорогая и почти никогда правильная или удобная. А то, что мы принимаем за удобную, это просто вопрос привычки. То есть, если ты постоянно и систематически испытываешь какое-то давление, то со временем ты к этому привыкаешь и воспринимаешь просто как должное и перестаешь замечать, но стоит только эту титаническую нагрузку с тебя снять, как ты понимаешь, что все время ты жил и существовал просто в каких-то адских условиях. Ну, такое двоякое я, конечно, сейчас сказала, но я думаю, что вы меня поняли.
Я хочу сказать, что эта женщина испытала просто колоссальное облегчение уже после первой зачистки. И еще добавлю, что с первого раза не получилось у нас вычистить все на 100%. Думаю, что в следующий раз будет намного лучше, но даже уже сейчас просто посмотрите, какой там кратер. Там просто подкоп под ногтем, и он все еще не закончен. То есть постоянно отлетают вот эти старые кусочки кожи, и пилится ведь аппаратом только то, что сухо, то, что можно спилить. Живые ткани не пилятся. И видно, сколько там еще осталось. И посмотрите, здесь что-то типа такой глубокой мозоли. Не могу сказать, что она прям вот стержневая, сложно ее как-то назвать. На самом деле такое очень-очень редко бывает. Это застарелый такой случай. Уже который раз Лена туда прорывается. И вот сейчас дошла очередь до второго пальчика. Та самая часть, которая соприкасалась вот с этим валиком. Только посмотрите, насколько там тоже глубоко. И да, мы работаем без анестезии, потому что мы не работаем больно. То есть мы работаем, опираясь на ощущения клиента, постоянно спрашиваем, как себя при разных манипуляциях чувствует человек. Естественно, никакой цели пускать кровищу у нас нет. Важно проработать очень-очень осторожненько. На словах «пускать кровищу» потекла кровь. Вот это поворот, вот это казус. Но на самом деле такое минимальное капиллярное кровотечение вполне себе может быть, ведь все-таки мы вырезаем старую кожу. Но благо все инструменты обработаны и все нормы Санпина и стерилизация у нас соблюдены, поэтому нам совершенно нечего бояться. А также, конечно, всегда мы обрабатываем ножки в соответствии со всеми нормами. Вот так выглядит наш готовый итоговый вариант. И теперь Лена будет устанавливать разгрузку. Тут пришлось совершить такую нехилую конструкцию. Но потом в итоге, когда мы ее доделали, мы поняли, что надо было немножечко сделать по-другому, но пока пусть походит так, потому что клиент уже ушел, и до нас дошло, что нужно было сделать немного по-другому чуть позже. Дело в том, что мы поставили разгрузку только на один палец, а надо было еще на второй добавить точно такую же дырявенькую. Но мы учимся на своих недочетах, и мы тоже люди, и в конце концов это не смертельно совершить такую ошибку. Ну, в общем, вот как-то так. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки и комментировать. Пока-пока.